Гендиректор JP Morgan Chase Джейми Даймон заявил, что готовит крупнейший банк США к приближающемуся экономическому урагану и посоветовал инвесторам поступить так же, сообщил CNBC. Цитата. «Знаете, ранее я говорил, что над экономикой сгущаются грозовые тучи, но теперь скажу по-другому. Это ураган», сказал Даймон на финансовой конференции в Нью-Йорке, организованной Альянс Бернстейн Холдингс. Хотя на главный момент экономические условия выглядят хорошими, и все думают, что ФРС справится, но никто точно не знает, будет ли ураган незначительным штормом или суперштормом Сэнди, добавил он. На прошлой неделе во время конференции для инвесторов Даймон назвал свои опасения в отношении экономики грозовыми тучами, которые могут рассеяться. Теперь JP Morgan готовится к предстоящим потрясениям и планирует быть очень консервативными с активами на своем балансе. Банк планирует избавиться от неработающих депозитов, чтобы защитить себя и продолжать обслуживать клиентов в трудные времена. По словам Даймона, банки, имеющие крепкий баланс и консервативную отчетность, являются лучшей защитой от экономического спада. По мнению главы JP Morgan Chase, сейчас два основных негативных фактора для рынков. Во-первых, ФРС США дала понять, что свернет программы экстренной покупки облигаций и сократит свой баланс, продаст выкупленные ранее казначейские и ипотечные бумаги. Так называемое количественное ужесточение начинается в этом месяце, и его объем будет увеличиваться до 95 миллиардов долларов в месяц в виде продаж облигаций. По словам Даймона, во время финансового кризиса 2008 года центральные банки, коммерческие банки и валютные трейдеры были тремя основными покупателями казначейских облигаций США. Даймон предупредил, что на этот раз у игроков может не быть возможности или желания покупать столько облигаций США. Цитата. «Это огромное изменение в движении денежных средств по всему миру», сказал Даймон. «Я не знаю, каковы последствия этого, но я готов как минимум к огромной волатильности». Кроме того, крупные центральные банки планируют повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. У центральных банков сейчас нет выбора, потому что в финансовой системе слишком много ликвидности, сказал Даймон. Они должны удалить часть ликвидности, чтобы остановить спекуляцию, снизить цены на жилье и тому подобное, считает он. Вторым важным фактором остается конфликт в Восточной Европе и его влияние на товарные рынки, в том числе на цены на продукты питания и топливо. По словам Даймона, нефть должна вырасти в цене из-за сбоев, вызванных геополитической напряженностью, и может достичь 150 или 175 долларов за баррель. Ранее в мае в JP Morgan прогнозировали среднюю цену на нефть Brent во втором квартале на уровне 114 долларов, при этом допуская рост до 120 долларов за баррель. ВВП США в первом квартале 2022 года снизился на 1,4% в годовом исчислении. Экономисты JP Morgan в мае понизили прогноз роста экономики США на вторую половину 2022 года. В JP Morgan прогнозируют, что падение американского фондового рынка, рост ставок по ипотечным кредитам и укрепление доллара США негативно скажутся на перспективах экономики. Прогноз JP Morgan по росту американского ВВП на второе полугодие составляет 2,4%, в первом полугодии 2023 года это 1,5%, а во втором полугодии это 1%. Напишите ваше мнение по этому поводу. Если вам понравился данный выпуск, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, не забыв нажать на колокольчик. Зацените другие видео на канале. Я с вами не прощаюсь, новостей-то много.